Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. И, боже, как же я устал. Как же я устал целый год слушать какое-то говно только ради того, чтобы в конце составить этот список. Потому что да, добро пожаловать! Сегодня мы говорим о десятке худших альбомов 2023 года. И это ролик, к которому помимо, собственно, составления списка, я особо вообще отказываюсь готовиться и как-то собираться, потому что, ну, если авторы даже не захотели как-то постараться и сделать крутой материал, то почему должен стараться я? Но все равно, конечно, так как это традиция, хочется обсудить альбомы, которые, к сожалению, или, не знаю, может быть, к счастью, стали, самыми худшими в этом году. Снова же дисклеймер: это мое мнение как музыкального обзорщика, блогера и критика. Оно никак не связано с моим отношением к этим артистам. Так что если вы вдруг увидите тут кого-то, кого лично вы любите, или альбом, который вы считаете лично хорошим, ничего плохого в этом нет. Никакой, знаете, подоплёки в этом тоже нет. Господи, откуда у меня такие слова в лексиконе? Просто по моему какому-то опыту и наслушанности, и моим причинам того, как я вижу музыку, я считаю, что эти альбомы не удались. И о таких вещах тоже стоит говорить, потому что музыка, она разная, и понятно, что самое важное — это то, кого хвалят и кто получает наилучшие оценки, но стоит обращать внимание на тех, у кого не получилось, потому что как минимум потом можно посмотреть, как этот человек развивается или отказывается развиваться, или слушает ли он вообще критику в свой счет и собирается ли что-то с этим делать. Так что да, мы пробежимся по десяточке, я вам их озвучу, как обычно. Пару слов расскажу вкратце о том, почему я считаю, что этот альбом не получился, и таким образом вы узнаете мой топ-10. Не буду тратить вашего времени еще больше, так что поехали. 10 место занимает Льюис Капалди с альбомом "Broken by Desire to be Heavenly Sent". Слушайте, ну я уже даже не знаю, ну каким образом получается так, что никто из окружения, знакомых, друзей, родных, да кого угодно, прохожего на улице, не может сказать Льюису Капалди, что он, блин, пишет одно и то же постоянно, и это невозможно слушать, потому что когда ты не понимаешь спустя 5 минут, какую песню ты слушал и как она называется, и о чем она вообще, у тебя такое чувство, что едет крыша, потому что пока ты слушаешь его альбом на 12 песен, песни к 4 ты уже не понимаешь, где вообще что происходит. И тут даже не получится сказать о том, что это какие-то супер личные переживания Льюиса Капалди, которые он пишет сам, там, сам продюсирует, и вот такой вот у него стиль нифига подобного на каждой песне по 3, по 4 автора. Почему он не может выдать ничего, кроме супер стандартной, супер скучной, супер предсказуемой баллады, я не могу понять, потому что ну, он вроде как талантливый парень с интересным голосом, харизматичный, а все настолько грустно и печально выглядит, когда ты слушаешь его альбом, что просто невозможно ни за что зацепиться, ничего запомнить и вообще хоть что-то для себя отметить. На альбоме нет ни одной, не то что даже хорошей, ну, нормальной песни, а все, что из разряда "Any Kind of Life", "Have You Ever Been in Love Before", "Pointless", "Love the Hell Out of You", "How This Ends". Это, блин, все одинаковое. Поэтому я не понимаю, насколько можно сильно то ли бояться, то ли не уметь, но вот у Льюиса Капалди что-то не получается. На 9 месте Эд Ширан, "Autumn Variations". Ну что, честно признаюсь, у меня были какие-то надежды на Эда Ширана в этом году, потому что он спустя 10 лет покинул свой лейбл Warner Music, стал свободным артистом, который ни от чего не зависит. Он супер богатый, он заработал себе невероятно большое состояние, он может делать все, что хочет, как он хочет, выпускать все, что его душе угодно, пробовать, экспериментировать. И с первым альбомом вне его лейбла, как самостоятельно независимый артист, Эд Ширан выпускает все, блин, то же самое. Мне кажется, это уже какая-то профдеформация, и я не уверен, можно ли это как-то вылечить, потому что Эд Ширан настолько погряз и зациклился в одинаковом радиоформате супер безопасных, беззубых, неинтересных песен, что мне кажется, он больше уже ничего не может выдать, потому что его мозг музыкальный
мыслит форматами. И, наверное, когда ты музыкант, это ну так себе комплимент. У меня был разбор на этот альбом на моем канале, можете посмотреть. Там я рассказываю все подробнее, но в целом для меня это было очень большое разочарование и показатель того, что проблема Эда Ширана была не в лейбле, каких-то обязанностях делать радийные хиты, а просто в том, что, видимо, это все, что может Эд Ширан. Восьмое место занимает Labyrinth с альбомом Ends and Begins. Знаете, при всем уважении к "Лабиринту" и тому, как у него получаются глубокие, очень интересные саундтреки, я не могу сказать того же о его сольной музыке. В целом, этот альбом вполне неплохо начинается и заканчивается, как раз таки, собственно, название Ends and Begins. Но вот все, что между этим, это что-то настолько тухлое, очень неразнообразное, какое-то без воображения, что мне кажется, что почему у "Лабиринта" получаются саундтреки, потому что саундтрек — это что? Это дополнение истории на экране. То есть это уже какая-то рассказанная история, которую нужно просто немножко поддержать, дать ей какую-то эстетику, сопровождение. Но когда ты выпускаешь какой-то сольный материал, то ты отвечаешь абсолютно за все факторы. За то, как альбом слушается, каким человек его может себе представить во время прослушивания, какие картины это рисует. И вот когда "Лабиринт" остался со всем этим один на один, он вот как будто бы проиграл немножко эту битву, потому что его сольное творчество, которое не подкреплено каким-то визуалом чужим, не рисует никакой картинки у тебя в голове. Да, он все еще пытается выдавать какие-то, знаете, претенциозные, очень большие, громкие композиции, но это все выглядит как-то странно, потому что, опять же, ты не понимаешь, а что под этим, что он имеет в виду, какая картина может из этого вырисоваться. Вот у него это не получилось. И за счет этого альбом кажется, ну, просто каким-то вымученным и банально скучным. На седьмом месте у меня U2 с альбомом Sounds of Surrender. Знаете, обычно не в моих правилах говорить об альбомах, в которых перевыпускаются старые песни. Но почему-то альбом от U2 Songs of Surrender мне показался, ну, в каком-то плане особенным, потому что они собрали кучу песен, а конкретно 40, перезаписали их в новых обработках, в основном там в акустике, и выпустили этот альбом на 3, блин, часа. Я его один раз кое-как осилил из уважения, конечно, во время тренировки, но зачем он нужен вообще хоть кому-то, я не могу себе представить. И важный момент, почему я захотел его включить в этот список, это потому, что он настолько особенный, что вот представьте 40 композиций, то есть 40 возможностей сделать какую-то неплохую интересную акустику или что-то немножко переписать, переделать. Вот представьте, из 40 песен ни одна не то, что не лучше оригинала, даже не на уровне с ним. И вот это наводит на мысли, а зачем он вообще нужен, кому он нужен, и что они пытались с этим альбомом добиться. Там даже оригиналы не все прям шедевры, честно сказать. Но сделать еще хуже, ну это, конечно, надо уметь. Поэтому я считаю, что именно поэтому этот альбом заслуживает места в этом топе. На шестом месте Дрейк с альбомом For All the Dogs. Честно, я не знаю, что я могу рассказать о Дрейке того, чего я уже не рассказывал, потому что, ну, сам факт того, что он попадает каждый год в мой топ худших альбомов года, наверно, самый безмолвный и понятный показатель из всех. Да, в этот раз он не на первом месте, потому что, ну, наверное, этот альбом был не так ужасен, как прошлые, но это все еще плохой альбом, это все еще вот этот хреновый, непонятный, претенциозный, радийный рэп, в который не вложено абсолютно ничего. И я не буду терять свое время, чтобы еще раз это все рассказывать. Посмотрите мои видео прошлого и позапрошлого года, где я рассказываю в целом, почему феномен Дрейка так вредит музыкальной индустрии в целом, и что эта проблема намного больше, чем просто какой-то рэпер, который выпускает какую-то хрень. Место номер 5 занимают Jonas Brothers с альбомом The Album. В целом, конечно, само существование группы Jonas Brothers в 2023 году — это вещь спорная, но мы тут говорим о музыке, поэтому, допустим, давайте поговорим об альбоме, потому что The Album, я даже
не буду ничего говорить о тупейшем названии, допустим. Это самое банальное, самое неинтересное, самое, вот знаете, sugar-friendly, kids-friendly. Честно, этот альбом, вот если Kids Bop будут делать кавер, то ничего, блин, не изменится. Он будет звучать точно, блин, так же, потому что, извините, 30-летние мужчины с детьми, с женами выпустили альбом уровня Jonas Brothers под Disney Music. Это что вообще такое? Я даже боюсь спрашивать, а где как бы там, ну, опыт последних 15 лет, а что вы можете рассказать интересного, потому что там вообще ни хрена нет, это вот попса, которую на радио слушаешь фоном, когда занят с кем-то разговором. Потому что секунду, как ты обратишь внимание на музыку, ты, блин, переключишь радиостанцию, потому что играет какая-то хрень. И это не значит, что им нужно делать какие-то там, не знаю, серьезные альбомы о личных психических, психологических переживаниях, как они там страдают и как все плохо. Но, блин, веселую поп-музыку тоже можно делать хорошо. Но к Jonas Brothers это не относится. Четвертое место у Джона Батиста. World Music Radio. Я все еще угораю с того факта, что этот альбом номинировали на альбом года на Грэмми, потому что я знал с момента его выхода, что этот альбом будет у меня в десятке худших альбомов года. У меня такое чувство, что проклятие лучшего нового артиста Грэмми перекинулось на тех, кто забирает альбом года. Потому что после великолепного альбома Джона Батиста, с которым он выиграл альбом года на Грэмми, он выпустил World Music Radio, и чё-то мне вообще не зашло. Понятно, что победа на главной музыкальной премии мира дала ему очень много возможностей, намного больше внимания со стороны аудитории, и Джон Батист как будто в этом всем погряз, запутался и не смог понять, что делать, потому что он безумно талантливый музыкант, он очень интересный, он очень своеобразный. Но на World Music Radio это все смешалось в какой-то такой протухший, извините, винегрет, ну что невозможно, это есть. По факту, сама идея альбома очень даже интересная. Это собрать на одной пластинке выборку артистов, которые представляют, ну, такую мировую музыку. То есть там от Лил Уэйна и Кенни Джи до Ланы Дель Рей и кучу других артистов. Но у него не получилось собрать это в какую-то единую цельную идею, и в итоге это выглядит как какой-то очень странный микстейп, который, вот знаете, на старую кассету записывал по каким-то кусочкам разных песен, которые ты слышал в течение нескольких лет, а потом ты это все включил вместе, и там такая мешанина, что непонятно вообще, где кто, чья рука, нога, бровь, глаз. И все это как-то настолько между собой не сочетается и звучит странно, что, ну, порой даже немножко было смешно. И при всем при том, что альбом довольно, ну, скудный по своему наполнению, он еще и капец как затянут, он идет больше часа. И даже несмотря на то, что там есть какие-то неплохие интересные моменты, но их слишком мало, чтобы втянуться в этот альбом, чтобы вообще дать ему хоть какой-то шанс, потому что я уверен, что рядовой слушатель, ну, песни на четвертой, наверное, бы сдался. Поэтому при всем уважении к Джону Батисту его зажигательный эксперимент не удался. Ну, а мы подобрались к тройке лидеров, ну или антилидеров, но все равно лидеров. Место номер 3 Portals, Мелани Мартинес. Вот знаете, я послушал этот альбом для рецензии в момент его выхода, и он произвел на меня настолько сильное впечатление, что, честно, мне так не хотелось его переслушивать в конце года еще раз, чтобы вот написать подводку к этому ролику. Я, конечно, пробежался по песням по чуть-чуть, но до конца ни одной не смог дослушать, потому что я считаю, что мне хватило тех двух, блин, раз, которые случились еще в начале года, когда там альбом этот выходил. Мелани Мартинес так ударилась в визуальную часть, составляющую этого альбома, придумала какие-то концепты, какие-то грандиозные визуалы, очень что-то как будто бы сложное, но вот слово «как будто бы», оно, наверное, определяющее для этой эры Мелани Мартинес, потому что при всех этих бешеных визуалах она такое чувство, что вообще забыла про музыку. Потому что как будто вот эти все громкие заявки с визуалами вообще никак не подкрепляются музыкой, потому что
Смотря на то, как она изображает из себя, ну, очевидно, Бьорк, потому что, ну, это очень похоже на эру Бьорк Фоссора, а она нам выдает довольно стандартную для Мелани Мартинес музыку, абсолютно безопасную, без всяких рисков, и уж тем более каких-то экспериментов, и такое чувство, что она просто накидала вот этих странных, каких-то необычных образов, даже особо не вдумываясь, что они значат, просто в надежде на то, что не самая вдумчивая аудитория сама себе там что-то додумает, придумает и скажет: «Боже мой, какой концепт! Как интересно!» Потому что если разобрать этот альбом на части, то получаются просто какие-то, извините, стрёмные фоточки и абсолютно банальные песни. Я могу выделить на альбоме несколько неплохих песен, точнее даже, наверное, 2. Но при этом все остальное показывает, насколько он пустой и вообще не вдохновляюще. И вот именно из-за того, что, Мелани Мартинес как будто попыталась на дурака взять слушателя своим оформлением и эстетикой, я считаю, что в каком-то плане это даже немножко оскорбительно получилось, особенно с таким визуальным закосом на Бьорк, у которой как раз таки все вот это получается как в визуальном плане, так и в музыкальном. Но Мелани Мартинес пока остается только быть, какой-то неудачной копией из музея Мадам Тюссо. Почетное второе место занимает, дебютантка Хлои с альбомом "In Pieces". Ну что, дебютный альбом Хлои, он как бы вышел, но это такая катастрофа, что лучше бы он не выходил. При всех ее возможностях, узнаваемости в медиа, при том, что она, блин, протеже Бейонсе, написать настолько непонятный дебютный альбом, это, конечно, надо было постараться в каком-то плане. Это вот, знаете, как будто R&B сделано искусственным интеллектом по подобию вообще всего, и как будто запросом было: «Создай, пожалуйста, самую банальную песню в жанре R&B». И вот весь альбом примерно такой. Абсолютно неинтересная, очень поверхностная, местами тупая, простите меня, пожалуйста, лирика. Это неинтересно ни музыкально, ни по какому-то оформлению, ни потому, как это было представлено. Песни вот как-то, знаете, шагают вообще кто в какую сторону, никакой нормальной последовательности нет, никакого концепта я тоже в этом не вижу. И несмотря на то, что на альбоме есть там, не знаю, Мисси Эллиот, Фьючер, даже с ними песни просто бредовые. И ведь при этом Хлои талантливая, и мы знаем, что музыку для них в дуэте с сестрой делали местами очень даже неплохую, но так неудачно войти в, скажем так, эру соло-исполнительницы, это, конечно, надо уметь. Ну и давайте все вместе похлопаем, потому что первое место занимают 30 Seconds to Mars с альбомом It's the End of the World, but it's a Beautiful Day. Бля. Знаете, в этом альбоме есть один плюс. Он длится всего 33 минуты. То есть страдать вы будете недолго. Но при этом, наверное, альбом It's the End of the World, but it's a Beautiful Day от 30 Seconds to Mars в каком-то плане идеален. Потому что так идеально показать такой яркий, громкий провал группы, который случился за последних 10 лет, наверное, невозможно, потому что этот альбом как будто закольцовывает всю ту херню, которую они выпускали последние 10 лет, и ставит супер жирную, супер неинтересную, ужасную, противную точку. На этом альбоме нет вообще ничего, ни одного момента, чего я или вы не слышали бы от самых заурядных артистов, с самыми заурядными песнями на самых заурядных радиостанциях. Такое чувство, что этот альбом, он существует где-то в 2008 году на каком-нибудь супер забытом музыкальном телеканале, аудитория которого составляет 19 человек, которые просто случайно переключились. Джаред Лето как будто забыл, что люди слушают музыку ушами, а не глазами, и его мордашки и подкачанного торса не хватит для того, чтобы, ну, как-то закрыть с собой весь этот ужас, который он написал и выпустил. Потому что я, честно, в своих рецензиях никогда не перехожу на личности, то есть я не говорю там о какой-то жизни артистов или о чем-то еще таком, потому что я музыкальный критик, я говорю о музыке, и я, конечно, еще добавлю пару слов про сам альбом, но, честно,
не хочется как-то даже упустить моменты, чтобы поговорить в целом о Джареде Лето, который, ну, естественно, фронтмен, лицо группы, и все создается под него, для него и с ним. И это все, ну, простите, настолько противно и странно. И весь Джаред Лето этот, боже, я просто, ну, не могу. Мне с него хочется немножечко рыгать, простите. Если вы вдруг не сильно следите за тем, что происходит, и почему Джаред Лето не ок, ну, не знаю, загуглите, почитайте, почему его ненавидят все актеры в Голливуде, какой он странный. Ну, или как минимум загуглите, в каком доме живет Джаред Лето. Намек вам: дом, в котором в прошлом веке снималась американская пропаганда. То есть, знаете, очень необычное здание. Или загуглите такое вот сочетание слов «Джаред Лето» и «секс-культ». Вам будет интересно почитать несколько статей и потом вообще задуматься, а что, блин, он делает в музыкальной индустрии и о чем он поет. Но возвращаясь к альбому, честно, его, конечно, можно назвать очень стабильным, потому что он стабилен в своем ужасе. Потому что даже если захочется выделить какую-то хотя бы одну песню, абсолютно невозможно. А еще вот это претенциозное название альбома и попытка играть на песнях с темой, вот типа, знаете, есть что-то большее, чем мы все. Честно, это так смешно. Поэтому в целом, если у вас здоровая психика, вам больше 14 лет, и вы не мечтаете попасть на личную встречу в дом Джареда Лето с гильотиной и старыми комнатами, где снималась пропаганда, то у вас этот альбом, кроме смеха, ну и какого-то неприятного момента, ничего не вызовет. И хотелось бы, чтобы случился не The End of the World, а просто The End of 30 Seconds to Mars, потому что эта группа и Джаред Лето нам уже давно-давно выдали все, что они, ну, хоть как-то могли, и больше нам ничего от них не надо. И если на всех прошлых альбомах, которые я озвучил в этом списке, я могу назвать хотя бы одну нормальную или даже хорошую песню, то на этом альбоме нет. Поэтому поздравляю группу с первым местом. Ну, хоть где-то они первые, тоже, наверное, в каком-то плане достижения. Ну, почему нет? Ну и что, вот такой вот у меня получился список 10 худших альбомов года, по моему мнению. Хочется сказать на выходе, что, конечно, плохих альбомов, как и в каждом году, было достаточно, и не все вошли в этот топ-10, и было очень много альбомов, которые не вызывают вообще никаких эмоций, что тоже является очень важным показателем. Но я всегда говорю о том, что плохую музыку тоже надо слушать, потому что это расширяет ваш кругозор. Вы понимаете, почему она плохая, вы понимаете, почему какая-то музыка хорошая, что в ней интересного, что можно из этого почерпнуть. Поэтому такой опыт я тоже считаю очень важным, поэтому слушайте плохие альбомы, цените, что они есть, потому что благодаря им вы еще больше начнете ценить действительно хорошую музыку. Обязательно пишите в комментарии ваши антитопы, какие альбомы вас разочаровали в этом году, что вам не понравилось, что вы думаете об этой десятке. Ну, а у меня на сегодня все. А мы с вами увидимся в следующем финальном ролике года. Это, конечно же, топ лучших альбомов года. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.